Всем привет! Рад приветствовать вас на моем канале Sneakers Day, где я обозреваю в частности больше кроссовки от Puma, но сейчас появилась возможность рассказать вам об интересных кедах-кроссовках Adidas. Не зря оделся в шмотки этой компании. И сегодня у нас на обзоре моделька Samba, которая берет свои корни еще с далекого 1950 года, где они были разработаны именно для футбола, и в 1954 команда сборной Германии выиграла чемпионат мира именно в этой обуви. Сейчас же это моделька Samba Rose, женские, вот, выполнены в таком вот интересном монохромном дизайне. И сейчас я расскажу вам о них более подробно. Поставляются они в вот такой вот синенькой коробочке, где мы можем увидеть сразу же название модели, артикул и где сделаны. Сделаны они во Вьетнаме. Достаем. Также на левом кроссовке имеется ярлычок, а их тут 3, с описью модели, штрих-кодом и прочей информацией. Это идут из коллекции Originals, разработанные специально для повседневной носки, идеально подойдут на каждый день. Верх выполнен полностью из натуральной кожи, они закрытые. Получается, что вентиляции здесь как таковой нет, нет текстильных элементов и нету как таковой перфорации, поэтому они идеально подойдут, пожалуй, на конец весны, начало осени, и летом вечером можно в них выйти. Особо энтузиасты будут носить их, конечно же, и зимой, что я бы не рекомендовал бы делать. Дизайн мне очень у них нравится. Такая массивная подошва с ярко выраженными всякими текстурами. Верх смотрится дорого. Мне нравится строчка, которая здесь идет на носке до союзки, прошитые полоски, задничек. То есть все это очень так подчеркивает дизайн и делает его, на мой взгляд, законченным. Они сделаны полностью из натуральной кожи, имеют такую вот ярко выраженную текстуру у носка и до средней части. К заднику они идут уже более гладкие, язычок еще более гладкий, но при этом мягкий и приятный. Он идет как снаружи, так и внутри, но внутри, правда, уже идет под кожу экоматериал, который под язычком и именно в задней части. Он довольно здесь так аккуратненько сделан, при этом довольно тонкий, но нога должна фиксироваться хорошо. Шнурки обычные, имеется ярлычок, то есть этот бренд с 3 полосами на 3 языках. Подошва идет из терморезины, очень такая увесистая, но достаточно прочная и крутая, на мой взгляд. Если же посмотрим вовнутрь, там идет текстильная основа, она проклеена и прошита полностью вот от средней части до носка, и именно на самой подошве основная стелька здесь прошита тоже очень хорошо и качественно. Имеется интересный такой плотный текстиль, который идет как бы волнами, и тоже на нем протянуты нити. Снизу же она имеет разнонаправленный рисунок, который пересекается в классических кедах, и более интересный, такой ступенчатый. Должны быть очень похватистые на разных поверхностях, довольно прочные и износостойкие. Теперь перейдем к стельке. Стелька здесь заслуживает особенного внимания. Она немного проклеена с подошвой, но снять ее без особого труда все же возможно. Вот имеет надпись золотистую, текстильную подкладку довольно обычную. Ну а в чем прикол этой стельки? В том, что эта стелька Artolite, полиуретан с открытыми порами. Это очень довольно долговечный материал, который, ну, будет, пожалуй, лучше многих стелек. Он отлично восстанавливает свою форму даже после машинной стирки. Быстро высыхает, а также довольно дышащий. Убирает неприятный запах благодаря добавлению биоцида. Это, по сути, химическое вещество, которое нейтрализует эти все микробы и прочую заразу. Здесь идет один слой, но довольно плотненький. Ведь стельки Artolite, они идут обычно от 1 до 3 слоев. Но в большинстве кроссовок, наверное, в угоду экономической выгоды, делают все же в 1. Ну и вот здесь более чем достаточно. Стелька будет нейтрализовать неприятный запах, так как все-таки ноги в них, возможно, будут потеть, если будет жарко, допустим. И это огромный плюс. Если мы попытаемся замерить стельку, то мы можем увидеть, что здесь не 23,5,
а по факту гораздо больше. $24,5. Для сравнения возьмем пумовскую стельку 24,5, то есть 38,5. Подставим. И мы можем убедиться, что они почти идентичны. Разница даже не в полсантиметра. Там буквально немного больше стелька от Puma, но в целом это 24,5. Засунуть стельку не так-то просто и поставить ее на место так, как она была. То есть вот изначально здесь она еще ни разу не вынималась. Здесь же теперь надо ее поправлять. По брендингу все очень ясно и понятно. Ярлычок довольно тоненький, прорезиненный. 3 полосы. Название модели Samba с внешней стороны. С внутренней также полоски. На подошве Adidas, а также с внешней стороны вот тоже имеет трехлистник. Ребят, кому интересно, что это за знак, клеится на многих товарах и продукции, и в нашем случае на кедах, я могу вам немного о них рассказать. Это знак EAC, знак евразийского соответствия. То есть он пришел на замену привычному знаку RST. Товары с этим знаком сертифицированы, легальны и подлежат гарантийному обслуживанию. По качеству все сделано хорошо, но есть небольшие нюансы. Вот виден клей между подошвой и верхом при соединении. Он должен быть хорошего качества, то есть ничего не отклеивается даже при надавливании, но его видно. Вот как на левом, так и на правом. Что хочу отметить, они подойдут многим людям, вне зависимости от возраста, категорий каких-то вымышленных, надуманных. Ретро-дизайн, как девочкам, маленьким, образно говоря, и до женщин. Сочетаться будут с многими вещами, поэтому очень годные, крутые кеды, на мой взгляд, смотрятся хорошо, выполнены из натуральных материалов, что в наше время уже довольно-таки редко встречается, потому что все производители пытаются перейти на эко. Вот, так что могу рекомендовать. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, буду с радостью на них отвечать. А мы погнали дальше.